JB Morrow, go and get your bag. Доброе утро, дорогие. Сейчас с мужем едем гулять. Я в мирном шлеме, он как раз мне подходит, но он на самом деле не детский, взрослый. Так что сажусь. Мы приехали в Бакарикю уже. Сейчас пойдем посмотрим, наверное, на телефон. Нужно наклеить у меня пленочку новую. Я вчера уронила телефон, и пленка, надеюсь, что это пленка треснула, а не телефон, потому что там трещина такая большая. Видите, вот сегодня какое уже сентября, 20 какое-то. И так у нас тепло, солнечно, погодка радует. Ну, конечно, уже такая немножко осенняя прохлада есть, потому что такой ветерок, знаете, свежий. Но все равно очень, конечно, тепло, футболка. Подруг тут ходит. Но люди здесь любят собак, кошек, поэтому никто их никогда не выгоняет. Сейчас посмотрим. Я не помню, сказала я или нет, что это район Бакырköy. Кстати, мы не завтракали. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Продаются. Тут проходит ветка Мармарай. Смотрите, здесь видно прямо остановку наземно-подземное метро. Такие классные здесь чехлы на мой телефон есть. Смотрите, какая прелесть. Starbucks. Ну, я не люблю Starbucks, но прикол в том, что здесь водичка льется. Вот. И вот этот вот стаканчик туда-сюда плавает в ней. Но они очень тяжелые. А вот еще сердечко понравилось, но тоже очень тяжелое. Вот такой бы я взяла с Кока-Колой. Прям я влюбилась в него. Но он, правда, тяжелый. Я померила с ним телефон, как кирпич. Здесь такая торговая улочка, здесь очень много магазинчиков, кафешек всяких. Здесь снимают обычно передачи всякие модные, ну, типа соревнования, кто моднее оденется, они тут бегают по этим магазинам в этом районе и выбирают, что купить. Ну, сейчас людей нет, потому что утро, 10 часов утра. Мы ищем, где позавтракать, еще не завтракали. Здесь полно магазинов с такими вечерними платьями. Турчанки любят вообще такие платья покупать, но для того, чтобы сходить там на свадьбу, на какое-нибудь еще мероприятие, но это, конечно, на один раз все. Мы нашли место, где позавтракать. Это пекарня такая. Вот турки любят выпечку на завтрак. Посмотрите, какое разнообразие. И булочки, и какие-то мини-пиццы. И вот, кстати, цены. Кому интересно, остановите, посмотрите. В общем, чего только нет. И семит, смотрите, какой с начинкой. Ну, просто ням-ням. А я, наверное, себе возьму мини-пиццу какую-нибудь. Уж очень они аппетитно выглядят. Вот это, кстати, все пидешки. Называется пиде-пиде. Тоже с разными начинками. И булочки здесь какие-то сдобные. Ну что, один из видов турецкого завтрака с чаем, естественно. И вот такая у меня мини-пицца с яйцом и с фаршем. Очень вкусная, кстати. Не ожидала я, что прям настолько будет вкусное это сочетание. Но попробовала, правда, вкусно. Шли и думаем, куда же деньги девать. Ну, в общем, здесь такая лавочка, где можно поиграть в азартные игры. Ну, шучу, это не азартные игры, это типа всякие лотереи здесь, там, в общем, всякое такое. Муж там себе циферки угадывает. Şu an boş. Tamam. 50 mi kazandın? Evet. $50 я выиграла в предыдущем билетике. Но на самом деле он стоит 50 лир, как бы я сама себе его купила. Но муж взял на эти деньги еще один такой. Но посмотрим, выиграли мы еще раз или нет. Но я думаю, вряд ли.
Нам показалось мало завтраков. Точнее, уже время прошло, мы прогулялись, взяли еще вот такую вот печень в хлебе. Здесь это очень популярное блюдо. И лимонад. По-моему, 65 лир стоит. Ну, вот счет за 2 лимонада и за 2 бургера с печенью 156 лир. Так. Вот цена. Миру забрали со школы. Ну, она уже переоделась, конечно. И приехали в парк погулять. Стульчики взяли вот с собой. Хотим посидеть у моря. Да, Миру? Хотела погулять, будешь гулять. Сейчас покажу вам, какая сегодня у моря погода. Смотрите, тут все, да, снимают. Пикничок устраивает, площадка такая здесь детская. Сегодня пятница, не знаю, поэтому, наверное, никого нет. В основном здесь очень много людей, да? Помнишь, Мира, как здесь в этом парке? Даже негде покататься, не пройти, а сейчас пустой парк полностью. Ну, все детки в школе, конечно. Деревья тут такие красивые, большие. Видите, какая погодка? Я вам уже говорила, что погода отличная. Розы красиво высадили. Будем сейчас искать место, где нам приземлиться. Ну как, нормальное место, Мира? Да. Нашли тут под деревом тенечки место. Смотрите, там даже люди прыгают. С пирса купаются. Вообще никого нет. Я такой набережной не видела. Туда, опять туда. Не знаю, как-то плывут к берегу. Так вот расположились. Вообще никого нет. Бомбо шашка. Hatırlıyor musun öyle bir şey? Ne zaman? Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see making new memories with me. Oh, yeah, I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Oh, yeah. Смотрите, невеста. Жених сегодня, фотосессия у них. Молодцы, что выбрали пятницу, потому что завтра и воскресенье здесь будет очень много людей. Но, кстати, это не турки. Судя по тому, как они говорили, ну, может быть, курды, не знаю, потому что курдский язык другой. Ну, возможно, что иностранцы, какие-нибудь арабы. Вот так. Мы пошли мороженое покупать. Здесь рядышком мороженое продают. Вот. А еще хотела вам рассказать кое-что насчет школы. Я же вам, помните, говорила, что у нас, возможно, будет продленка, что стоит это 700 лир в месяц. И я так обрадовалась, что она наконец-то будет. Но в итоге нам учительница написала, что не будет продленки. Ни один учитель из 6, по-моему, на 6 третьих классов не хочет брать на себя эту... Ну, это не обязанность, да, это как бы для детей же, для своих делать, но никто не хочет. Потому что учителя наши некоторые преподают на платных курсах, и, в общем, туда сказали, можете отправить ребенка, но цены там, сами понимаете, минимум, наверное, 1030 за год, лир, поэтому нет. Ну, и мне так неудобно, это надо со школы забрать ребенка, отвезти на эти курсы, через 2 часа опять забрать, это мне надо 4 раза ходить туда-сюда, ну, как бы, смысл какой. Так в школе бы она была бы, раз бы ее отвела и 1 раз забрала, а так смысла нет. Поэтому опять мы остались без продленки. Это плохо, конечно, и для образования плохо, потому что, ну, блин, вы сами понимаете, как мне сложно, да, иногда может быть. Хотя я более или менее знаю турецкий, да, но все равно объяснить как-то или какие-то понятия там математические, а дальше же будет еще сложнее, то мне бывает сложно объяснить, я какие-то слова не знаю. Сейчас кто-то скажет, от чего папа не делает уроки. Папа очень мало делает уроки, то есть когда что-то мы уж сам прям совсем не знаем, тогда мы идем к папе, то есть Ира идет к папе, да, ну потому что он как бы, во-первых, у него не хватает терпения этим заниматься, во-вторых, он работает часто, нету его, поэтому приходится это все, конечно, мне делать. Все-таки хочется, чтобы ребенок был
понимал все, да. Но, короче, не знаю. Вроде как бы проблем пока нет у нас с домашкой, да, и вообще с учебой. Но все-таки хотелось бы, чтобы домашку не проверяли и что-то объясняли ей именно вот на турецком. Ну, по возможности, да, но, увы, к сожалению, придется справляться самим. Вот так вот, да. Я просто возмущаюсь, что, знаете, во всех школах у всех есть хотя бы... Даже у нас в 4 классах есть учитель, который занимается продленкой. А вот из 3 классов никто не хочет. Ну, это вообще, знаете... Мне кажется, хотя бы, ну, это уже надо заставлять на каком-то государственном уровне сказать, что обязательно нужно хотя бы одному учителю это делать. Спасибо, Верунь. А ты себе какое взяла? Такое мне мороженое принесли. 15 лир шарик стоит. А? Обкапалась. Güzel oldu. Çünkü kendimi bıraktım. Bırak kendini. Beni kaldırmayabilirsin. Kaldırmayabilir miyim? Evet. Hoppa. Asansör aşağı yönde gidecektir. Video çekiyor. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. But now I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I don't need a reason. 'Cause I don't wanna be. В 4 часа ночи мы вышли из клуба, и, конечно, надо покушать, хотя мы ужинали. В принципе, в том же клубе очень хорошо. Смотрите, тут мидия, кукуреч, и еще жарят, вот смотрите, во фритюре, это тоже мидия обжаривают, мидия долма называется, очень-очень вкусно. Ну и каштанами, конечно, это все закусить, я обожаю каштаны жареные. Ну, знаю, что многие не любят, но вам, наверное, просто вкусные не попадались. Уже такие цены на них, 200 грамм за 100 лир, я, конечно, в шоке. Давно не ела, поэтому цены меня удивили. Мы тут гуляем по Истикляль, самая известная улица в Стамбуле. Я думаю, что вы в курсе, если интересуетесь Стамбулом. Посмотрите, какое количество людей в 4 часа ночи. Вот, что вы здесь делаете все? Я понимаю, мы гуляем, а вы?